Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Alex Gamify. С вами продолжаем обсуждать экосистему Тон, и в текущем видео мы с вами поговорим про токен Грамм. Недавно получил запрос на разбор этого жетона. Говорят, что на ютубе, по статьям, в каналах что-то информации не особо много, типа Алекс, разбери. Ну, собственно, давайте посмотрим, с чем это может быть связано, что там вообще за идея у этого токена, ну и чтобы не превращаться в Википедию, также какое-то свое личное мнение к этому всему делу прикручу. Ну и прежде чем мы начнем, напоминаю про розыгрыш в моем телеграм-канале. Там разыгрывается целых 5 NFT. Все, что нужно, это перейти в телегу, подписаться и нажать на кнопочку «Участвую в боте». Кто не в курсе, эти NFT позволяют получать 50% от дохода с телеграм-канала. То есть их можно купить как на GetGames, либо выиграть в телеграм-канале. Так что welcome, ссылки в описании и закрепленном комментарии, а мы погнали дальше. Итак, токен Грамм. Дата создания 30 января 2024 года, то есть на момент записи видео прошло совсем немного времени. Создатель Олег Оскольский, честно говоря, не знаком, но в китовых кругах очень известная личность. Этот жетон можно майнить с помощью Proof of Work гиверов и, собственно, через 2 года, вероятно, если темп добычи продолжится, то все токены будут смайнены. По быстрой фактуре это все, но нам же с вами нужен не там, пересказ каких-то статей, там, источников, еще чего-то. Давайте копнем глубже. Из интересного по пунктам. Первый пункт у нас это майнинг. Собственно, этот жетон можно майнить, как я уже сказал. Подключаются вот эти вот фармилки наши замечательные, да, майнеры. И с помощью них добывается этот токен. Мне кажется, вся эта штука сделана для того, чтобы привлечь комьюнити майнеров в экосистему Тон. Да, конечно, там тоже есть своя история про децентрализацию, как бы, да, и то, что нам, собственно, все время рассказывают, но так или иначе, мне кажется, это было сделано именно с точки зрения маркетинга, потому что я точно знаю, что у майнеров есть свои комьюнити, есть там свои подходы, и очень крутое решение было создать какую-то монету, да, которую можно майнить в Тоне. Тем самым вот эти вот ребята, кто занимается майнингом, они потихонечку перетекают в тон комьюнити. С майнингом также связан, как мне, опять же, кажется, на сугубо мое личное мнение, это возраст участников, потому что в 2024 году вроде как я замечаю, что есть уже разные поколения. Одни про облака, другим важно потрогать. Собственно, опять же, по моим наблюдениям, то, что вы мне пишете, потому что попросили разобрать монету Грамм, интересуются одними монетами одна группа участников, а те, кто, ну, скажем так, 35-40 плюс, с определенными бюджетами, с определенным таким насмотренностью, да, собственно, они интересуются уже больше майнингом и, соответственно, Граммом. Не знаю, с чем это связано, возможно, просто людям по кайфу возиться с железяками, там, верить там, в децентрализацию и так далее. Но, собственно, имеем, что имеем, а имеем мы крутой маркетинговый ход, который позволяет приводить китов, да, людей, либо людей, которые что-то знают про майнинг, что-то знают про крипту и хотят в этом разбираться именно с точки зрения, ну, с помощью майнинга. И, собственно, вот есть такой вот замечательный метод. А когда человек не первый год в крипте, там, соответственно, паровозиком обычно идет очень хороший портфель. Тем самым мы получаем, что комьюнити Грамм это не только про саму идею, это еще про идею китов. То есть то, что я наблюдаю, смотря там по кошелькам, по чатам, многие киты в сообществе Тон имеют Грамм на своих кошельках. Это что-то вроде такого биткоина на системе Тон. То есть, если вам нравится майнинг, вы в этом кайфуете, хотите разбираться, то есть, возможно, что-то еще майнили до этого, ну и, собственно, нравится экосистема Тон, то 100% Грамм это ваш выбор, потому что помимо самой монеты, помимо майнинга, вы еще найдете 100% комьюнити, с которым вам будет интересно. Касаемо технических аспектов, ну точнее именно технических аспектов графика, Грамм уже вырос в 28 тысяч раз, скорее всего даже больше, ну смотря откуда, какие точки сравнивать. Все это дело очень хорошо росло до конференции с Павлом Дуровым, далее все, собственно, полетело вниз, но на графике вы сами можете наблюдать. Справедливости ради стоит сказать, что вся экосистема Тон, да и не только Тон, а еще и крипта, в общем, устроила сейчас нам пике, но я думаю, кто давно в рынке, тот не переживает о происходящих событиях. Холдеров Грамм больше 70 тысяч человек, то есть монетка очень популярная и частенько попадает в тренды по торговле. Если вам интересно, что будет происходить с Грамм дальше, то
собственно, поздравляю, никто не знает. Если зайдете на официальный сайт, то увидите большую надпись, что информация появится совсем скоро. То есть у проекта нет ни roadmap, ни какого-то там дальнейших планов. Не знаю, план, наверное, все-таки есть, но пока о них как-то громко, официально никто еще не заявлял. Вариантов тут может быть несколько. Первый вариант — это никакой идеи в этом проекте нет, его просто так сделали. Вот. Либо комьюнити что-то готовят, что-то там кашеварят на своей кухне, и скоро мир увидит этот замечательный план. Собственно, как оно будет, никто не знает, но если в проекте есть люди с ресурсами, если есть программисты, а там как минимум 2 этих фактора уже соблюдены, ну и желательно бы еще и инфлюенсеры, то с такими 3 параметрами любой криптовалютный проект может уже улететь очень-очень хорошо. Пока для меня Грамм, как я думаю, для многих, это такая темная лошадка. То есть то, что мы видим, это интересная модель дистрибуции, да, создания токена и его там распределения. Купить его можно либо на бирже, на DEX, теперь уже на CX, ну, либо смайнить. Эта модель привлекает к себе определенных людей с определенным складом ума, с определенными привычками, и тем самым формируется вот такое комьюнити, которое любит в майнинг, любит в крипту, и всем, собственно, кайфово общаться, развиваться и какие-то создавать новые проекты. Пока что на момент записи этого видео Грамм для меня предстает именно таким образом. Вот, возможно, со временем что-то изменится, я тоже обновлю видео на своем канале. Тут мы, напомню, продолжаем разбирать экосистему Тон и жетоны на ее основе. Ну а также, если досмотрели до этого момента, обязательно прожимайте лайк, пишите, что думаете про Грамм, холдите его или нет. Ну и, естественно, переходите в телеграм-канал, ознакомьтесь с NFT-коллекцией. Кстати, подробный видос про NFT-коллекцию будет в описании, можете тоже чекнуть. Ну вот сегодня как-то так. С вами был Алекс, будем со всеми на связи. Всем пока-пока.